В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина Buff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем привет! Финальный босс, вторая фаза. Началась она у нас сегодня. Босс изменился значительно. В первом навыке у него появился штраф к скорости перезарядки, которого не было. Добавился точнее. Здесь у нас еще два бафа, в том числе увеличение сопротивления. И, что самое мерзкое, жаба начала еще сбивать нам энергию, помимо того, что она и так нам доставляла много хлопот. Также у нас у босса выросли характеристики, то есть выросла защита, выросла атака, то есть мы потеряем довольно-таки много урона по всем командам. Где-то больше, где-то меньше. Характеристики теперь у него такие. И что мы делаем для того, чтобы более-менее нормально здесь ударить? Ну, единственный такой действенный, да, и простой способ — это просто нарастить всем сопротивление. Была у нас команда с Руком. Я бил вот в таком варианте. Это у нас был вариант с Рейтой и с Агоком. У нас здесь ничего не поменялось. Единственное, что я добавил теперь всем уже сопротивление. Было на Рейте и было оно на Агоке. Теперь оно есть еще на Сицидис и на Сакредее. На Руке у меня и так было, потому что у него там так снаряжение выпало. Тайминги я не менял, то есть все, что было у меня до этого, я оставил так же. Расстановку изменил, то есть у меня Рейта с Агоком были здесь, теперь я их поставил сюда в кучу, чтобы Агок всем раздавал сопротивление. Сицидис. Максимально выкручиваем сопротивление, чтобы как можно меньше потерять атакующих характеристик. Как у вас получится. Чем больше, тем лучше. Там будет 270, замечательно. Я пробовал больше, но у меня прям очень сильно тогда урон падает. Сакредея, то же самое. Рук у меня изначально был сопротивление, ну так получилось, что у меня здесь сопротивление здесь и сопротивление здесь. Отличная руна, отличный нагрудник получились. И я обращу внимание, у меня здесь есть еще ускорение, 50. Рейта и так была сопротивлением, то есть она в принципе не изменилась. Агок у нас максимально в сопротивление, сколько получится у вас набрать. И соответственно талант здесь на раздачу теперь есть. А так он также с посохом. Код тот же самый код, ничего с ним не изменилось. Команда у меня набивала максимум 715 миллионов, теперь она набивает где-то 490, 500 я еще не видел. 480 миллионов это максимум, что я смог из них выжать, при том, что я потратил где-то, по-моему, 17 автобоев. Попробовал сменить тайминги немножечко, подкрутить, в итоге поставил вот такие, но разницы особой нету, то есть тут все сводится к случайности, то есть сколько раз и кого и как жаба все-таки достанет, либо достанут вот эти вот ослабления, которые будут сбивать все наши тайминги. Второй раз выловить 480 я не смог, автобои у меня здесь кончаются, поэтому я сохраняю как есть. У нас люди бьют, я видел, с Пардисом, со Шмыгли, то есть в 4 ДД, я даже пробовать не хочу, я даже на первой фазе у меня не получилось с ними бить много. Поэтому давайте перейдем ко второй команде, команда Аура. У меня здесь добавилась Ардред. Хотя, опять же, люди бьют, кстати, без сопротивления и без Ардред. То есть так же, как и били с ФС. И бьют, конечно, потеряв в уроне, но все равно очень неплохо. Я позже покажу вариант. Ардред у нас здесь на разломе. У нее здесь много сопротивления, она его раздает, в том числе. Потом еще с пассивки раздаст соточку, да, 100 сопротивления. Ну, соответственно, точность ей тоже нужна. Поэтому у нее здесь вот этот мифик. Таресия тоже подверглась изменениям, она очень много всего потеряла, но что поделать. Сопротивление ей нужно было выкрутить как можно больше. То же самое с Линкосом, то же самое с Анализис. Анализис у нас раздачу от Ардред с таланта не получает, поэтому мы ей выкручиваем по полной, то есть без учета вот этого бонуса. Ну и Диант я сделал больше, точность ей уже не нужна. То есть мы ее одеваем максимально в урон и, соответственно, сопротивление. Тайминги у меня остались, по-моему, те же. Или что-то менял. В общем, тайминги вот такие. Ну, они у меня почти 400 набивают. Можно, наверное, получше сделать. Но я не стану заморачиваться, так как я не гонюсь, как я уже сказал, за топом. На первой фазе они у меня набивали 600 миллионов. Бывало даже 600 с копейками. То есть 200 с копейками они потеряли. Вот так вот у нас аурой бьют люди. Я причем, Влад, здорово, если смотришь, общался с ним. И он мне подсказывал свои тайминги, да, свой вариант, свой код команды скидывал. Не знаю, у меня не получалось без сопротивления. Они у меня все теряли, то есть тайминги сбиваются. Все идет не так, все идет наперекосяк, урона вообще нету. Как
Как он набивает вот так вот без сопротивления, я понятия не имею. Может быть, завтра попробую, сегодня уже этим заниматься не хочется. Команда неустрашимых. То же самое, что и у остальных. Добавилось сопротивление. В остальном все то же самое. Здесь сопротивление, причем, ну, у Кульвиды понятно, что можно сделать побольше. Гуинавивер тоже у меня получила очень много сопротивления. 200, ну как, не очень много, но много. Я считаю, что это много. И Настенка 228. Сколько получится, столько выкручивайте. Им много не бывает. Волк 374, у него еще и раздача. В остальном просвещенность, то есть ускорение навыков, если получится. Все как обычно, как и было. Тайминги, схема снаряжения такая, а тайминги я не трогал. Те же, что и были. И это максимум, который они смогли выдать, 480. Единственное, что мне пришлось потратить все попытки автобоя. То есть дальше погнали уже вручную, а там еще целых 3 команды. Раньше они набивали 650 максимум, то есть потеря почти 200 миллионов. Ну что поделать. Меня это устраивает. Следующая команда, это у нас команда Ледяного Взрыва. Сразу видим здесь плащ у Филосии. Он у нас срабатывает нестабильно, да, как у него там 50%. Поэтому, хаотичность результата будет еще более высокой. Добавится еще одна переменная. Эта команда у меня набивала 430 миллионов там с копейками. Сейчас они набивают с учетом, естественно, мы здесь сопротивление всем добавили. То есть Филосия у нас здесь куча сопротивления. С учетом вот этих изменений по снаряжению они добивают, ну там что-то типа 340, 350, по-моему. То есть потеря есть, но не прям такая, прям ужасная. Видим, что у всех есть сопротивление. Кому сколько получилось. И, по-моему, еще одно изменение. Я здесь все-таки добавил оленя. Без него они у меня не выживают, то есть лечения не хватает. Все как-то совсем плачевно получается. Поэтому я здесь оставил оленя, я здесь сделал боевого оленя не до конца, у него еще один талант ненужный, да, и плюс очки здоровья вместо защиты. Но я ему уже таланты на урон вот эти вот сделал. Будет боевой олень вот на такие специальные случаи. Ну вот такой вот урон получился, я не помню, сколько они отбивали у меня максимально, но меня устраивает и такой вариант, я сильно много тут перекручивать не буду. Следующая команда — это команда сбора, здесь тоже ничего необычного. Единственное, что я вообще никому здесь сопротивление, насколько я помню, не собирал. Ну да, никому не собирал. То есть я оставил ее такой же, как она и была. И все, они, в принципе, живут. У них тайминги и так сумасшедшие. Были там по 12 секунд у меня цикл стоял. На этот раз я просто их убрал, чтобы как смогут, так и сходили. Даже с учетом сбивания от жабы, мне кажется, что тут... Ну, особо смысла вот с этими таймингами возиться нету. Хотя урон сильно просел, было 370, стало, ну, где-то 270. То есть 100 миллионов здесь тоже мы потеряли. Но зато я, например, сохранил немножечко своего времени и нервов. И вот такой вот урон они выдали. Лучше заметно, чем у меня было. А все почему? Потому что, видим, я поменял снаряжение. Я тут переодел нашу Ацилию. Я сглупил, конечно, сразу этого не сделал. Сейчас я вам покажу. Больше ничего не менял, только ее переодел. Сопротивление, конечно же. И еще поставил получше вещи, то есть по соотношению сопротивления просвещенности. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая вот она у меня получилась. То есть сопротивление вот столько смог ей дать. И просвещенности чуть больше, потому что видно было, лечения у нее не хватало. У нас команда умирала. И вот так вот я ей закалку сделал. То есть добрал вот такое вот снаряжение. Сохранил ускорение навыков. И у нас последняя команда. Последняя команда — команда горения. Сами понимаете, что в ней изменилось. Естественно, сопротивление. Появилось у них сопротивление. Где они здесь, бедолаги мои? Ой, сопротивление везде, всем по сопротивлению. По таймингам, и учитывая, что у меня здесь команда через Джорна с Адольфусом, по таймингам у меня не поменялось ничего. Джорн также 22,5-15, чтобы вовремя снимать. В остальном все без таймингов. Их здесь будут сбивать, по-любому будут сбивать. Пайкстон сколько смог. Ну, можно, конечно, побольше, потому что Пайкстон сам по себе урона много не вносит, так что можно пожертвовать просвещенностью. И точности сделать все-таки повыше. У меня здесь такая ленивая сборочка. Дурему сопротивления я много не смог собрать, потому что, ну, прям очень сильно тогда жертвовать уроном пришлось бы. И точность, тем более, ему еще нужна. То есть вот так вот. Я оставил вот так вот. Адольфус много не смог выкрутить, 360. Можно, кстати, попробовать ему поставить ребра. И тогда вот эти вот рога поставить на... Так, ну, у Джорна у нас здесь донатный артефакт.
Если у вас нету, тогда можно рога Джорну поставить, а Адольфусу ребра. Точность, сопротивление. Все как было раньше. И на заливке у нас он, поэтому он цикл 15 секунд имеет. Карфа 200 тоже маловато, кстати. Ему можно было и побольше сделать. По-моему, я вообще не заморачивался. То есть сделал как сделал и забил. То есть если будете собирать команду, да, попробуйте сделать получше соотношение, если для вас это важно. То есть побольше сопротивления дать тем, для кого оно не повлияет сильно на урон. Ну и точность, соответственно, по экстрену. А у меня вот так вот. Код у нас здесь остался тот же самый. Ну и, собственно, все. По урону они мы набивали где-то 380. А сейчас они набивали, по-моему, 200. 270, что-то такое. 280, то есть 100 миллионов потеряли точно. Ну, сейчас посмотрим. Ну, как-то так они вот бьют. 280, то есть где-то соточку потеряли. Ну, меня устраивает. Я все-таки переодел немного тут их. Сопротивление добавил. Иначе что-то было совсем плохо. И я забыл, что я ставил оленя. Без оленя они у меня просто умирали. С джином они вообще не тянут. Ну, 100 миллионов я готов потерять. В общем, я потерял урона где-то 900 миллионов. Бил где-то 300 с копейками. 3200 у меня ни разу не было. А стало, получается, 2200. Ну да, 900. Сейчас я вам покажу горение, которое у меня здесь получилось. Ну, там мелкие переодевания. То есть, видим, что сопротивление побольше сделал. Точности оставил. Атаку, по-моему, потерял. Крит-шанс потерял. И вещь уже другая. Не на криты, а на атаку. Потому что подходящей не было. Здесь тоже точность, сопротивление. Так, ему, по-моему, я не добавлял, у него и так все нормально. Карфу добавил сопротивление. Единственное, что у него вот этот мифик, поэтому ему нужно точности максимально в команде. А то у меня Джорн чуть-чуть его обогнал, и сразу у Дурема вот эти вот воспламенения, эффекты перестали накладываться. Так что за этим тоже надо, конечно, следить. Получился вот такой вот результат у меня. Такой среднячковый. Вполне себе более-менее, наверное, нормальный результат. Здесь можно было побольше, но у меня уже автобоев не осталось, к сожалению, да, поэтому я не стал уже перебирать. Самый удачный бой, наверное, здесь был у неустрашимых. Что у нас здесь есть уже в командах? Давайте посмотрим. 5 команд и уже такая же цифра. 800 я его уже, по-моему, показывал, да, у него здесь без сопротивления. Как он держит тайминги, не знаю. 456, кстати. Можно сказать, такая же команда, и урон, да, у меня даже чуть больше получилось, ну просто более удачный бой. Кстати, он здесь кукле не давал сопротивления вообще. И тоже очень неплохо получилось. В остальном все то же самое. Так, здесь 330, у него пробуждение поменьше. Но урон примерно тот же. Он, кстати, с големом. Я с големом не смог, они у меня умирали. То есть только с оленем. У него вот такой вот вариант. Все лечатся. И, по-моему, Филоси тоже с плащом. Да, это, кстати, по-моему, мне и подсказал вчера, что с ним получше. Разъедание у него в этом сезоне слабенькое. Сацидис нету. И по снаряжению он там особо не собирал их. Но при этом 413, рейта нулевая. То есть шмыгли. Очень неплохой результат. Очень неплохой. 274 с Телендором. Чуть-чуть похуже. Но он не стал подождите-ка. Я что же не стал? Не, он в принципе так же сделал, да. Ну, получилось похуже. Немного. Так, а больше у нас никто не отбивал. Камерист только у нас отбил своей основной командой. Это его основная команда. 800 миллионов, очень неплохо. Ну, правда, здесь Кульвида плюс 3. Волк плюс 1 с бафом на защиту. 335 тоже, да. Второй. Тоже маловато. Через ФАЭСу с котом. Сопротивление делал? Нет, сопротивление он тоже не делал никому. И 289 рук, но здесь рук плюс 3. Тоже со шмыгли. Ну, вполне себе неплохо. Ладно, здесь показать нечего. Завтра еще, может быть, если изменения какие-то будут. Вот так, Инфернал уже что-то отбил. 400 у него получилось. 4-е пробуждение. Сопротивление он тоже не собирал. Вполне себе неплохой результат. И здесь у него разъедание 520. Плюс 3 Сацидис. Ну, мне кажется, он так подзабил тоже. Ну и плюс ко всему он тоже разъеданием весь сезон не занимался, в отличие от меня. Все равно очень неплохой результат, да. Ну, покажу уже всех.
Ой, напоследок скажу, что там ставят еще ледяному взрыву Финью с ее сопротивлением, с посохом, с Финью вместо Филосии. И вроде бы говорят, результат получше. Ну, я уже не стал переделывать команду, мне честно лень. Да, вроде бы, да, должно быть получше. То есть она лечит, она поддерживает более стабильно здоровье полным. Плюс ко всему, сет вот это, да, с помощью посоха она тоже раздает эффект. И 15 секунд тайминг может держать, чтобы вовремя сопротивление увеличивать. Плюс раздает сопротивление тоже. Ну, я не стал переделывать, потому что для меня эти цифры ничего не изменят по моему топу. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.